Всем здравствуйте! Вот сегодня опять вас удивлю. Все привыкли, что я на стройке. Устал я на стройке. Можно я сегодня так? Может, расскажу вам что-нибудь интересное, а то все в тех попыхах. Не хочу сегодня. Сегодня суббота, и у вас выходные. Спрашивали меня почаще выпускать видео. Давайте я сегодня просто поразмышляю о работе, о жизни, о комментариях, о злых комментариях. Да, сегодня один комментарий пришел такой злой тоже. Человек написал, что 3 месяца прошло, ты ничего не сделал, типа, такой грубый. Скажу вам так, вся наша жизнь слаживается, да, мы настолько зацикливаемся на каких-то своих работах, занятиях, о себе. Мы на самом деле должны понимать, всегда говорю, что на любую ситуацию надо смотреть, чем повыше вы подниметесь, там, то ли с дрона, то ли визуально, то ли так представите себе, тем объективнее вы будете все понимать. Поймите, у меня за мою жизнь такой огромный опыт. Новым зрителям повторю, что я здесь поменял много бригад, много работ. Причем менял, потому что понял, что это единственное правильное решение. То есть так вы учитесь, так вы больше понимаете, так вы больше общаетесь с разными людьми. И я настолько стал в этом плане, я считаю, продвинутый, что мне даже сложно с этим жить. Меня сложно понять, мне сложно объяснить. И знаете почему? Сейчас вам расскажу. Мне пришлось переработать со многими бригадирами. Я так понимаю, что сегодня комментарий этот написал мне человек, он, видимо, сам. Как он мне там написал, что ты неправильный прораб, типа иди работай на дневку. Я прошел в этой жизни все, понимаете, от самого плинтуса до сегодняшнего состояния. Причем это никакой не верх, это обычное, обыкновенное состояние. И последние года я действительно поменял тактику своей жизни и в Италию, и вообще. Потому что я работал и за 40 евро в день, и за 50, и за 60, и за 70, и за 80, и за 100, и за 150, и за 200, и даже за 250. Наверное, у меня какой-то опыт есть и с итальянцами, и с румынами, и с молдаванами, и с украинцами, и с русскими. Вы что думаете, я могу где-то выделить, сказать, что вот идеальный вариант? Ну, скажем, как я вам уже говорил, с итальянцами мне нравится больше работать. Почему больше? Потому что, знаете, они не зацикливаются там на обсасывании, ты хороший, плохой. Понимаешь, делаешь работу и делаешь. И там песни могут петь во время работы. Они не любят зацикливаться на каких-то проблемах, как мы, как наши. У наших вот этот вечный спор, а кто лучше, а кто хуже. Опять же, тот же комментарий, что сегодня мне он написал. Видимо, он себя считает, что он быстрее работает, что он качественнее работает, что у него бригада. То есть за счет меня хочет поднять свою самооценку, где-то у себя сидя в спальне. Это флаг тебе в руки. Я проработал буквально на последней дите этой фирме. Я уже 100 раз тоже объяснял. Но, опять же, я же не знаю, что вы смотрите, и насколько вы это поняли, смысл там некоторых роликов. Вот они год делают один дом. Блин, там, чтобы вы понимали, прошло, наверное, уже человек 50-70 рабочих. С таким количеством прошедших людей там должно было уже все вылететь за 3-4 месяца. Год делается, она еще не закончена. Вон я вам могу выйти, покажу сейчас. Еще окна даже не вставлены. Я могу подняться, снять там, как-то схитрить, что там внутри. Хозяин этой хаты, хозяин той же хаты. Я говорю, что он уже синий от них, синий. Понимаете? И когда я сравниваю, почему я говорю, что важно уметь и работать в разных местах,
Я могу оценить мою работу, мою скорость, мою цену с ихней, с фирмой. Я там не то что прорабы, там купа всяких начальников. И этих, не буду материться, мудаков всяких. Есть другой тип таких бригадиров, начальников. Во-первых, я не люблю, как я ему написал, терпеть не могу начальников. Один из 50, наверное, начальник, он действительно правильный начальник. То есть он сам прошел вот этот весь путь, понимает все эти проблемы рабочих и может правильно, адекватно оценивать ситуацию. Все остальные это просто чужими руками заработать бабла и все. Со мной я работал со многими бригадирами, украинцами. И потом случались такие ситуации, что они переставали быть бригадирами. Даже в какой-то степени я у них становился, можно сказать, бригадирами. Или когда мы просто шли работать на равных, ни один бригадир не мог меня переплюнуть ни в работе, ни показать, что он умнее или умеет больше. Да, у них какие-то организаторские способности. У всех людей я заметил одно. Они умеют себя преподнести. То есть вы с ним начинаете разговаривать. Они как-то так выстраивают правильно разговор, что они уже показывают, что они кто-то. Не показав свою работу, да, даже если они что-то умеют. Все равно они это используют для показухи. Если у него цель стать бригадиром, то работать он все равно качественно не будет. То есть он может кусками там пойти раз что-то сделать и все, и затихнет. В основном, даже если он придет туда с настроением работать, и если у него будет возможность бригадирить, так сказать, он привыкнет. Это человеческая натура такая. А зачем я буду делать что-то своими руками, если здесь полно еще, 10 рук разных? Пусть они и делают, а я буду руководить. И так люди постепенно ленятся и атрофируются. Те же бригадиры потом, уже по практике, по жизни, находили себе более легкие, когда они то ли их увольняли, то ли заканчивались это их бригадирство, находили себе более легкие работы. То есть они изначально не работяги. И другой тип бригадиров – это трудоголики. А как я где-то тоже прочитал интересную мысль, и я с ней согласен, что трудоголики – это те же алкоголики, это та же зависимость. Люди, то ли им плохо в семье живется, то ли они не знают, как отдыхать, то ли они не знают, что с этой жизнью делать, но они как рыба в воде на работе. И они посвящают всю свою жизнь этому. И они даже не замечают, как они становятся рабами этой работы, рабами клиентов. И когда клиенты видят, что нашли такого, извините, лоха по-своему, да, с одной стороны, да, он работяга, он молодец, но он же лох. Потому что они начинают ему добавлять что-то, давай это, требования повышают. Видит, он ведется, он не противится. И все, и когда я со стороны за таким наблюдал, человек просто синий, он на нервах. Рабочие его подводят, ведь рабочего ты не можешь заставить работать с таким интересом. Он приходит, ему просто дневку заработать. А твои переживания, ему так-сяк, дай бог, чтобы он вошел в твое состояние. И что вы думаете? Я работал тоже с таким украинцем. Говорит, не могу найти рабочих, то хотят много, то не хотят работать. Понимаете, человек ищет такого же, как он, трудоголика. А это почти невозможно, особенно в современное время. Я вам рассказывал, что многие работяги поуезжали, либо стали работать сами на себя. И мало таких трудоголиков, просто фанатов работы. Я тоже не фанат, да, я могу делать, как вы видите, то, что я делаю, но это не смысл моей жизни. Я люблю работать на одном дыхании, знаете, взялся, начал и закончил, и все, выдохнул. Потом какое-то время либо расслабился, либо поменял работу, и опять
второе дыхание открывается с новыми силами. Но так, чтобы монотонно, год за годом, как этот, как робот, я не люблю так. У меня натура вообще не такая. Я взрывной, как в работе, так и в жизни. И для меня вот сейчас важно, то есть мой взрыв уже заканчивается. То есть я начал, сделал огромную работу, хотя человек говорит, что я ни черта там не сделал. Во-первых, я даже не работал все дни там. Я уходил на другие объекты по чуть-чуть, разбавлял, так сказать. И там действительно на той работе сложно, на той вилле. Даже хозяйка мне не объяснила четко, вот это я делаю и не делаю, или не делаю. Многое было, а я хотела бы, а можно ли, я должен был принимать, можно ли, не можно ли. Вы знаете, как это сложно, брать на себя ответственность, не понимая, что хочет хозяин. И это тоже тормозило работу, тем не менее. Во-вторых, то, что говорят, а что ты вначале не видел, мне пишут, что там мокрые стены, что там... Кстати, классная вода, рекомендую, особенно на лето. Она просто феноменальная. От нее меньше бегаете в туалет, ее надо меньше пить, и она лучше усваивается. Ну, это спортсмены ее используют, когда потеете сильно. Я все видел, понимаете, что бы вы ни думали, что бы вы там, какое мнение не имели, ну, скажем, негативное. Ведь я же все обговорил с хозяйкой. Я почти каждый день с ней общаюсь, обсуждаю все. То есть, что бы она хотела, что ей нравится, что не нравится. То есть мы с ней идем, как в Италии говорят, д'аккордо, в согласии. А ваше мнение, оно может быть вашим, понимаете? Опять же, я говорю, что человеческое мнение, оно настолько странное и разное. Мне очень нравится сравнение с точки зрения психологии, что мы все видим то, что хотим видеть, не то, что есть. Понимаете, мы можем смотреть на одну и ту же картинку, но разными взглядами. То есть это ассоциация жизни мухи и пчелы. Понимаете, муха живет на говне. Для нее говно это рай. Она там размножается. Это ее жизнь. Это ей больше ничего не надо. Вот в дерьме просто родиться и дальше продолжить род в нем. А пчела это другое. Ей нужны цветы, ей надо собирать нектар, ей надо делать мед. Так же и у людей. Знаете, как пессимист и оптимист приходят на кладбище. Пессимист видит вокруг одни кресты, а оптимист видит везде плюсы. Так же и здесь, в жизни, вы поймите, вы хоть задумывались когда-нибудь, что все, что с вами происходит внутри, это не я виноват, это не я плохой работник или не кто-то там это самое. Это вы создаете ситуацию вокруг себя вот такая, какая она существует. То есть, если вы хотите себе поднять настроение, вы его поднимете. Хотите видеть красивое, вы его увидите. А люди, которые собирают негатив весь, они и живут в нем, и несут, и нам его преподносят. И мы его должны переваривать. Вот вы живете себе спокойно, бах, у вас появляется человек, и что-то он вам капля за каплей вот этого негатива подкидывает, думает, что-то я начинаю нервничать. От таких людей надо убегать. Я не удаляю ни такие комментарии, не избегаю таких людей. Просто я натренированный, я за всю жизнь видел очень много ужасных людей, странных, тяжелых. И мне всегда было с ними интересно. Мне было интересно понять их психологию, почему они такие. И часто я, перебарывая себя, я в конце относился к ним с сочувствием. Ну, типа, блин, у человека проблемы, он этого не понимает, иногда старался помочь, но это бесполезно. У меня, допустим, был
Вначале я тоже много рассказывал о нем, бригадир. Мы очень долгое время с ним работали. Так вот, у него настолько странная психология вот этого бригадирства, принципа работы, вот бригады. Повторюсь, что то есть у него строго мы должны были к 8 начинать работу. Он не любил опаздывания. То есть у него такое было, что в 8 часов ты не то, что должен прийти на работу, а ты уже должен стоять с кисточкой и что-то красить. Это украинец. Вот за все 20 лет у меня хужего начальника не было. Хотя он был моим другом. И знаете, в чем плюс? Что он меня многому научил. Он меня так натренировал. Во-первых, я даже сейчас не боюсь там особо камеры, потому что я очень долгое время с ним работал как под камерой. Потому что у него манера была, знаете, он типа что-то делает и одним глазом подсматривает, то из-за угла что-то. Я ему уже так в наглую говорил. Я всегда говорю людям напрямую. Когда меня что-то сильно достает, я вот так вот сажусь и вот выкладываю все, что мне не нравится. Что я не люблю вот эти, он подумал, а может быть так, сели, поговорили, разобрались и все поняли. Не можем работать или не можем, либо разбираемся, как все есть, по полочкам разлаживаем, либо для меня это не устраивает. Это сюзи-пуси там из-за угла, что-то там шу-шу-шу. И он говорит, я ничего не мог с собой делать. Я привык контролировать, я еще давно был начальником. И я говорю, вообще в чем кайф тебе быть начальником? Я говорю, ты же понимаешь, ты одиночка, тебя все ненавидят. Вот я ему прямую это говорил. Говорит, да мне похер, что меня ненавидят. И вот так вот мы могли с ним разговаривать, на следующий день выходили на работу, все, я рабочий, начальник, и это уже, с одной стороны, интересно было, с другой стороны, странно. Он меня мог долбать на работе как просто рабочего, но тем не менее, все-таки какая-то дружба там вырисовывалась. Так вот, так же и конец рабочего дня. Понимаете, он целый день ни черта не делал. Ну или когда мог приходить там к 10. А у меня так, я вот с утра прихожу, я выспался, я полон сил. И как я вам говорю, на одном дыхании я до обеда делаю всегда основную работу. Когда уже ты поел, уже как бы тебе лень чуть-чуть там, то иногда даже спал, успевал 15 минут обедаю, полчаса сплю и 15 минут просыпаюсь. И успевал сделать много работы именно до обеда, а там уже как бы какие-то мелочи туда-сюда, там уборка, и день прошел. Но работали мы строго до 5. Ты даже на 10 минут раньше не мог уйти. Мало того, что до... Они еще и со своим другим итальянцем-шефом себе там договаривались, а давай их там... Работает 4-5 человек, на 20 минут, 30 минут задержим их чуть-чуть больше. И чик, получается, у них вытянули, знаете, по мелочам. И получается, там тебе час-два каких-то еще вылетело за день работы. Ну, такая мелочность, знаете. Тем более даже по сравнению с другими рабочими. Я прихожу на работу, знаете, вот у меня вот эти там 7-8 часов... Вот это часть моей жизни, которую выделяю на работу. Я не собираюсь там что-то тянуть. Ну, бывают какие-то дни такие сонные. Но в основном я пришел, отдал себя этой работе, и все. Дальше делаю, что хочу, отдыхаю, расслабляюсь. И вот тянули до 5:30. То же самое. И все подстраивались, там, ныли, но как бы все равно. 5:10, 5:15. Я так же само подходил что к одному, что к другому. Говорю, я не буду работать здесь в ваши игры играть. Что ты мне без 10:05 говоришь, давай разведем быстро раствор и быстро закидаем. Блять, мы в 4:30 должны уже уборку начинать делать, а не без 10:05 разводить раствор. Что ты мне тут дурака включаешь? А ему идти особо некуда. У меня дома семья, я хочу тороплюсь домой, мне ехать там 1,5 часа, метро, машина. А он живет где-то в Риме там
ему полчаса до дома, и торопиться некуда, дома никого нету, понимаете? И бабки он приехал в Италию подзаработать, на заработки. А я здесь не на заработках, я просто живу. Поэтому вот ситуации я прошел очень много, и я все сейчас беру в сравнение. И я настолько все изменил в своей жизни, что, знаете, самое интересное, что не внешние обстоятельства влияют на вашу жизнь. Вы сами себе можете установить порог зарплаты, бригаду, в которой работаете, либо клиента сами себе искать. Да, непросто. Да, чтобы найти удачную бригаду, надо их поменять, может быть, 5-10. А чтобы уйти с одной работы, это надо иметь, извините, яйца, чтобы не побояться остаться без работы. А чтобы не бояться, у вас должен быть запас денег какой-то всегда, что если вдруг вы остались, у вас что, ни копейки в банке, в кармане, как жить? Конечно, я так долгое время прожил на страхе потерять работу. И меня выкручивали как тряпку. И когда мне такие умные там прорабы или кто там мне пишут, что ты там должен. И знаете, сколько таких умников видел? По 2 мешка раствора этого песка там этого тянут. Потом, то вот это до 7 работать. Знаете, сколько людей поподрывало спины, руки, колени. Они чуть ли не инвалидами стали к этим годам. И что вас? Кто-то просто выкинут вас, как больное, несчастное. Никому вы не нужны. Вот это вот здесь я работал, один гидравлик там. О, да, Андрей, браво, pero lento. Типа я медленный. А я думаю, вы что, охренел-то вообще мне рот открывать? Я вам объяснял, что тут дито 5 помощников и специалистов почти нету. Все ходят, все только ищут, чтобы подмести, знаете, и ничего такого не поднимать. Говоришь, что-то стену сделал, а я не умею стену, я тебе вот блоки буду приносить, а так я ничего не умею. Нет, что ты, это не мое. А ему 50 лет, блин. Как ты за 50 лет, блин, всю жизнь проработал на стройке и не умеешь стену построить? Ты не хочешь просто, ты дурака включил и все. Я и тут же так же само работал один, и стены строил. Ну да, мне привозили материал, там подносили, там тяжелую работу помогали. В конце этот быстрый, то порезал палец, в госпиталь попал. Пару месяцев только зажил палец, ногу вывихнул. Полгода он не мог, вот эту лодыжку, она у него свернулась, блин. Поймите, какая скорость на стройке. Вы должны как паровоз, медленно, но уверенно херачить. А все вот эти скорости, они заканчиваются травмами, они заканчиваются подрывами нервов. Вы должны работать, повышать КПД за счет правильной организации, за счет, у вас должно быть правильный инструмент, он вообще просто должен быть. Продумать, чтобы не делать лишнюю работу какую-то, чтобы сделать ее по минимуму, качественно, и тогда все идет спокойно, вы успеваете все сделать. Ну и деньги. Все упирается в деньги. Опять же, за этот комментарий. Человек как будто не понимает, что при том количестве минималки денег, которые мне дали, я не в состоянии это быстро сделать работу. Я не могу взять 3 рабочих. Потому что если я им заплачу, через месяц эта работа закончится вместе с деньгами. Или через 2. Я пойду искать другую. А мне нету смысла брать эту работу, лишь бы взять. Еще и организовывать это. Во-вторых, эту бригаду, чтобы иметь, я должен постоянно работы иметь. Если я не имею их постоянно, я не могу бригаду содержать. Я мог бы работать, скажем, и за 2000 евро. И работал так. Но извините меня, у меня партита Ива. Я не могу с ней играться на минимуме на каком-то. Во-первых, даже что я там нахожусь со своими документами, я уже за это должен зарабатывать. Потому что если придет какая-то проверка, я прикрою жопу вообще этой стройки, этого дома.
Потому что я там работаю как бы официально, я плачу налоги. Да, вы можете найти за 80 евро какого-то пацана, который, во-первых, будет тянуть вам работу. Я вам даю 100%, что никто торопиться за какие-то маленькие деньги не будет. Во-вторых, любая проверка, он там никто. Это тоже риск. Как мне вначале писали, вы должны повесить табличку на ворота, что у вас там идут работы. Какие таблички, блин? Вот я проработал без таблички. Что произошло? И то там прилетал вертолет. Ну, у меня-то не идет какая-то грандиозная стройка. Понятно, если бы у меня там 5 человек ходило, там бетономешалка работала, эти леса стояли вокруг дома, да, кто-то бы пришел 100%. И сказал, а что у вас тут происходит такое? А так все тихо, ну, мусор лежит, ну, ходит там какой-то Вася по территории, мало ли кто. Тем более она мне оставила бумагу, что я там типа как смотрящий. И еще одно скажу. За ошибки на стройках. Вот я показал вам все мои работы, что я сделал. Я ни одну работу не запорол. То есть я что-то сделал, ошибся, мне надо было это разломать, переделать. На каждой почти работе такое случалось. А раз такое случается, и вот эти переделки, это же время, это же затраты денег, зарплаты, потому что нету такого, что кто-то там ошибся, человеку не заплатили деньги. Платят, все равно платят. Значит, есть запас прочности по деньгам везде. Опять же, в этой фирме, где я работал в этом доме. Сейчас я покажу еще раз вам. Вы даже не представляете, какое количество ошибок и переделок было. Причем не только в этом доме, а везде. Потому что, говорю, что своих специалистов нету. Они брали типа меня. Я только ходил, исправлял либо за кем-то. За мной ни разу никто ничего не пришел, не переделал. Либо других. А там такие олени приходили, что и бухали. И там, это просто капец. И эти олени до сих пор работают. Вы знаете, почему меня убрали, скорее всего? Не то, что убрали, я сам ушел. Потому что на фоне меня все выглядят как-то стрёмно. При том, что они мне показывают, объясняют пальцы веером, что они специалисты, что они там такие, там это сам. Я так не люблю эти понты. Это я не могу вам, я даже не знаю, как это вам все рассказывать. У меня в голове столько историй, столько всего. Это надо, я не знаю, отдельно потихонечку рассказывать. А будет ли вам интересно это все. Даже здесь взять. Да, у меня осталась фотка, я вам покажу вот этот. На этом доме, с другой стороны, было окно такое, овальное. И на нем раньше был такой бордюр, как я делал тоже на этом объекте. Вокруг окна, знаете, такая ободок такой. И его надо было реставрировать. То есть я сделал идею, что с того же пенопласта, как я делал там. Ну, квадратный-то ладно, полоски там 13 сантиметров вырезать, а здесь овал. Я говорю, я сделаю тебе, дай мне время. Дали мне, типа, делай сколько хочешь. Ну, там день я, может, игрался. И я сделал одно окно, потому что шли сверху вниз. Второе окно, а работала бригада румынов. Подходит такой, да ты так не сделаешь. То надо так, то надо так. А я же не знаю как, я первый раз в жизни это делаю. Ну, послушал, я люблю советы, знаете. Может, я могу взять кусочек из его совета, и то я никогда нафиг не посылаю никого. Но он с такой деловой, знаешь, типа ты не сделаешь, ты херню делаешь. Вот это я не люблю такое. Так же, как опять же этот комментарий. Так, знаете, ты не шо. Ты не шо. Хотел бы я посмотреть его работу, лично его. Так, чтобы он одного его оставить на этом объекте за те деньги, что мне заплатили. И так получилось, что я занимался другими работами. И дали ему сделать второе окно.
Я не знаю, или у меня сохранилась та фотка. Короче, мой бригадир говорит: слушай, можешь переделать. Это говно надо просто снять и сделай так, как у тебя то верхнее. Я говорю, окей, а я люблю такие вещи. Понимаете, если бы я сделал 2, никто бы это не оценил. Все бы подумали, ну, наверное, это просто. А так, я люблю, когда такое происходит. Ты там пыжился, ты сказал, что я неправильно, а ты правильно, давай, вперед. И вот результат. Все было гвоздями прибито, что-то наполовину сделано. Они уже поняли, что они не могут это сделать, просто оставили и все. И так вот оно было на стене прибито. Я все сделал, я могу даже выйти, вам специально снять с той стороны. Вот не поленюсь и выйду, все равно я сегодня дома. Как я сделал. Ну вот я вам покажу сейчас этот дом. Кто помнит, здесь стояли тоже эти пантеджи, леса. Это другая часть дома. Одна напротив меня, а другая здесь. Вот видите эти вроде бы простые окошки. Вот одно сделал я. Вот это сделал я. И второе тоже. Видите, оно может быть и не идеальное, но его можно было подровнять те, кто его... Ну да, вот нашел, что-то осталось с этих фоток, но не нашел то, что они испортили, то, что я снимал на втором этаже. Ну, в общем, процесс был довольно интересный и непростой, тем не менее получилось что-то. Вот так вот. Я ж поклевал. Ну, то есть, уже штукатуркой подровнять. Даже это им пофиг было. Теперь посмотрите, как они очистили окна. И я вам потом покажу с той стороны, как я сделал. Второе. Верхнее. Следующее. Вот это ихняя работа. Для всех умников, кто там говорит, я шарлатан или еще что. Ну а теперь посмотрите мою работу. Опять же, я вам говорю, я не хвастаюсь, я вам просто говорю, посмотрите разницу. Всю эту сторону делал я сам, один. Причем низ доделывали уже они. Я ничего не штукатурил, вот это говно не делал я. Я только красил. Вот это все чистил я. Руками, кислотами. Есть разница. Вот эту всю линию посередине. Как я очистил это? Есть разница там и тут. И кто-то мне пишет, что я шарлатан. Ну, знаете, что все были такие шарлатаны, мир бы стал бы намного красивее и замечательнее. И то, знаете, как я посылаю нахер людей? Видите вот этот скотч? Все, что последнее оставалось, это какой-то мудак прилепил и вовремя не отлепил его. Они засрали все это окно. Почему? Потому что быстро-быстро и всем пофиг-пофиг. И когда я ему говорю, бригадиру, слушай, я говорю, здесь не так просто снять, он не снимается. Бы я его снял, мне нужно играться с ним. Он говорит, ну если до обеда снимешь, хорошо. Я говорю, до обеда? Так и сказал. Я не смогу это за полдня сделать. Присылай своих специалистов и посмотрю, как это можно сделать за полдня. И все, обосрались. Но, по идее, раз я такой специалист, то вы меня должны были бы завалить этой работой, правильно? Не отпускать меня, на любые предложения идти. Что вы думаете? Нет. Тихо-тихо. Опять же, тот же принцип. Незаменимых нету. Или какой бы там ни был специалист, это не значит, что вас будут держать. Почему? Я не знаю, меня не зовут туда.
Скорее всего, если бы я попросился, то меня позвали бы опять обратно. То есть я бы мог пойти вернуться. Просто у них не было для меня работы, как-то так все сложилось, и у меня интерес потерялся к ним. Бо я устал от этого какого-то бардака вечного, понимаете, всю обстановка сама, она какая-то негативная там была. Вот специалистов нету, у кого-то чего-то научиться невозможно. Какие-то шуры-муры, вот эти, знаете, эти работники, они не работники, а мне кажется, они такие все стукачи. А что они там могут наговорить за тебя? И по-любому что-то там шепчутся. И я не люблю такое. Я думаю, ну вас нафиг, и появилась эта работа. То есть я легко расстаюсь с какими-то там любыми ситуациями, негативными или... То есть здесь вы должны, кто хотят переехать, кто живут здесь. Мой вам совет. Относитесь легко вот к этим осуждениям. Вообще поймите, что нужно понимать, что мы все разные. У каждого свой способ работы, взгляд на жизнь. Просто принимайте такого человека, который рядом с вами, таким, какой он есть. Попытайтесь его понять, пойти ему навстречу. И будет супер, если этот же человек попробует также понять вас, и вы как-то начнете договариваться. Но это надо понять и захотеть договориться. Как говорят, все-таки знаете, что любовь спасет этот мир, особенно в данной ситуации, вот что слаживается в этом мире. Любовь это не любовь к жене или секс, а любовь к ближнему. Просто соседу улыбнулся, на работе пришел, ты его кофеем угостил, он тебя кофеем угостил. Но это все натурально должно быть, понимаете, от души. Так же, как и у меня. У меня тоже есть, кстати, супер спасибо или что там кнопка, я даже не помню, как она называется-то. То есть вы меня можете угостить тем же кофем. Сколько там? 3 евро, по-моему, минималка. То есть я же с вами тоже делюсь. Иногда какие-то советы по работе, опять же, вам могут пригодиться. Я ни у кого ничего не прошу. Но я вам говорю, что так должно быть естественно. Либо вы это хотите, либо не надо. Не надо ни в коем случае. Я даже иногда не люблю работать у людей, которые вот дают тебе зарплату, вот так вот высчитывают те копейки, те трясутся. Знаете, такие деньги вам даже и счастья никого не присутствует. Не то, что счастье, а удачи. С деньгами, как говорил Остап Бендер, надо расставаться легко. Тогда и все в жизни будет происходить легко. Да и сам YouTube у меня забирает, пока вы думаете, я тут что-то зарабатываю. Мне одно видео может дать 10-20 евро. Я сейчас опять купил камеру за 700 евро. И купил, чтобы, думаю, я запарился с этой музыкой. Какую-то стрёмную бесплатно нахожу. Сегодня оплатил что-то 130 евро на год за какую-то классную музыку. Теперь будет что-то повеселее у меня на канале. Купил 2 программы, чтобы монтировать видео. Одна программа меня кинула, я забыл отключить, не хотел ее продлевать. Она сама сняла у меня деньги. Короче, у меня только стольники уходят на эту всю аппаратуру. Я же не хочу делать. Качество хочу, чтобы было у вас нормальное. Картинки, то все. Тем более я раньше думал вообще какие-то виды снимать. Может и буду снимать. В общем, такое. Канал у меня требует затрат. Ну ничего, я пока зарабатываю, мне хватает. Тут тоже как бы... Это не то, что я там стремлюсь, чтобы потом зарабатывать. Это вкладывание денег, просто вот были лишние деньги, я там вложил, а дальше оно у меня уже есть с чем работать, как бы проще. Ну, поэтому, кто хочет, вот, поддержите меня. В описании каналов есть и PayPay. То есть, потому что если даже на кофе вы меня угостите, там чуть ли не половину YouTube забирает. Мне доходит там что-то 1,5 евро, может. Даже если вы 3 мне дадите. Ну, вот так вот. А или 2.
Ну, всем спасибо за просмотр. Я отдохнул, и видео мне такое легче смонтировать. Не знаю, может, вам полезное что-то и придет. Ну, может быть, поймете меня и поймете какие-то ваши проблемы, которые можно изменить. Поверьте, я очень много изменил за последние 5 лет. Я, скажем, жил до этого как в тумане, как какой-то зомби. И действительно можно все поменять. Я бы мог, наверное, и вообще каким-то, кому очень надо, какие-то психологические советы дать. Потому что я-то все говорю в общем, а у каждого бывает какая-то личная конкретная ситуация. Ну, не знаю, если уж там у кого-то совсем жопа, обращайтесь. Я думаю, что у меня мозгов хватит. Ну все, всем пока. Спасибо за просмотр. Жду лайки, подписки. Пока.